Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами простыми правилами ухода за спатифилумом, которые будут способствовать именно долгому цветению. Если все эти правила соблюдать, то спатифилум у вас должен очень долго цвести. Практически это растение может цвести 10 месяцев в году. С небольшими перерывами, но если правильно ухаживать, то эти перерывы будут максимально короткие, а цветение будет вас радовать практически круглый год. Я расскажу вам о том, почему может не цвести это растение, при каких условиях оно не цветет, что нужно соблюдать для того, чтобы оно у вас цвело как можно дольше. Также расскажу про несколько хороших подкормок, которыми можно воспользоваться для улучшения роста и цветения этого растения. Сначала давайте разберем случаи, почему это растение может у вас не цвести. И первый вариант — это если ваше растение еще очень молодое и не успело набрать еще как следует массу зеленую для того, чтобы уже начать пускать новые цветки. Если растение слишком маленькое для цветения, то первое — это нужно действительно подождать, а второе — все-таки можно ускорить его рост при помощи подкормок, удобрений и правильного ухода. Тогда буквально через несколько месяцев уже вы получите растение, которое будет очень долго, практически постоянно цвести и вас радовать. Есть еще один момент, почему ваш спатифилум может не цвести. Это случай, когда у вас серьезная проблема с корешками растения, например, гниение. Очень частая проблема у этого растения от излишнего полива. Это растение действительно очень влаголюбивое, очень быстро оно пьет воду с грунта. Но при неправильном подборе грунта оно может у вас загнить. Точнее, корешки могут загнить, и ни о каком цветении уже речи не пойдет, а может пойти даже речь уже и о гибели растения. То есть грунт надо подбирать очень правильно. Если хотите больше подробностей про грунт, можете посмотреть мое другое видео про спатифилум, ссылку оставлю в описании. И еще один момент, который очень стоит учесть, и который действительно многие введены в заблуждение частично тем, то, что это растение по праву считается тенелюбивым, но в то же время оно очень любит свет. Как это ни парадоксально, но это растение очень любит свет. Единственное, что оно не любит прямые солнечные палящие лучи, чтобы его не сжечь, действительно нежные листья, но многие люди думают, что это растение можно поставить совсем в тень, и оно будет там прекрасно себя чувствовать, цвести и расти. Конечно, это не так. Нету тенелюбивых растений, есть только теневыносливые. И это растение действительно очень любит солнечный свет. Главное, чтобы он был рассеянный. Но вообще, в целом, место должно быть достаточно освещенным. И от недостатка света, как правило, он и не цветет. И в первую очередь, разумеется, надо создать все необходимые условия для роста и цветения растения, потому что любые удобрения не будут влиять, если вы неправильно ухаживаете, если растение в неправильном грунте растет, неправильный режим полива, освещения и так далее. Отличной идеей и советом для улучшения состояния, просто на глазах он у вас улучшит состояние, это можно использовать душевание. Просто под душем или под садовой лейкой, кому как доступнее, можно полить прямо вот поверх листьев это растение, оно будет просто счастливо. Поверьте, листья прям поднимутся на глазах буквально, если оно у вас подвявшее. Ну, разумеется, причина, если причина не в гниении, то оно у вас сразу воспрянет и почувствует себя гораздо лучше, и уже больше вероятности, что оно у вас зацветет. Потому что когда вы смываете пыль, вы помогаете максимально растению получить влагу необходимую, это очень хорошо способствует. Это такая вам просто на заметку простая идейка. Теперь давайте расскажу вам, как удобрять это растение. Удобрять его можно действительно на протяжении всего года. Главное, слишком часто не делать это, чаще, чем показано, собственно, в самом рецепте удобрения. Удобрять не надо это растение, как и любое другое. Но, по сути, действительно, на протяжении всего года, и зимой, и летом, и весной, и осенью, удобрять растения можно. Самым лучшим вариантом, я думаю, из покупных удобрений будет комплексное для цветущих растений любой, собственно, фирмы. Разницы, я думаю, особой в этом нет. По инструкции правильно его главное использовать, и уже результат наверняка проявит растение, если, конечно, соблюдены все условия ухода. Еще очень важный и хороший совет.
это использование самой чистой воды, которая у вас есть для полива этого растения. То есть желательно брать воду из фильтра в идеале. Если у вас хороший какой-нибудь фильтр дома, даже любой питьевую воду лучше всего использовать для полива растений. Я именно так и делаю. Просто набираю из фильтра воды и поливаю. Не беру обычную воду хлорированную, потому что спатифилум очень чувствителен к чистоте воды и будет очень хорошим плюсом, если вода будет чистой. И сейчас расскажу вам про средство, которое именно заставляет спатифилум пускать множество цветов. Как вы видели, многие садоводы добились таких результатов, что спатифилум небольшое растение, но цветов очень много, обильное цветение. Конечно, надо без фанатизма использовать, с осторожностью, но это будет очень хорошее средство для цветения. А именно это монофосфат калия. Порекомендую удобрение с монофосфатом калия, потому что именно этот элемент очень классно будет влиять на цветение спатифилума. Ну что ж, друзья, я постарался вам собрать самое все ценное и полезное, чтобы ваш спатифилум цвел, вас очень радовал. Я очень люблю это растение, одно из моих любимых растений, прекрасно смотрится, прекрасные листья, какая-то атмосфера от него исходит хорошая. Надеюсь, видео было вам полезно. Если это так, обязательно поделитесь со своими друзьями, чтобы помочь им улучшить также состояние их растений, чтобы они у них тоже цвели, чтобы было максимально много цветов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ничего нового. И увидимся в новых роликах.